Check it out now. Check it out now, check it out, It's like that, yeah, it's like that now. It's like that, it's like that now. That black, check it out now, check it out now, check it out, It's like that. Всем привет! Сегодня мы поговорим о трюке релли. Я не буду вдаваться сильно в подробности о техническом исполнении. Об этом поведает Андрей. Немножко нюансов по поводу того, как нам нужно подойти, как вообще начать и что не нужно делать в процессе, когда мы только постигаем этот элемент. Вообще, что хочется сказать про релли, это база, да, то есть мы начинаем весь фристайл современный, все трюки, они в основном строятся на релли. То есть если мы начинаем правильно толкаться, умеем его уверенно делать, то дальше нам открыты все дороги и пути. Вот, с чего хочется начать? Во-первых, положение рук на планке, то есть как это должно выглядеть. Если есть в планах развиваться куда-то дальше, да, и делать что-то, какие-то приземления в блайнды, в рапты или какие-то вращения, то сразу стоит учиться, наверное, с положения, то есть веревка депауэр должна быть между пальцев руки, из которой мы будем впоследствии передавать. То есть я правша, у меня практически все перехваты из правой руки в левую, поэтому правая рука при любых элементах, когда уже снявшись с крючка, да, будет веревка депауэра между пальцев. Левая рука, соответственно, максимально близко. Я иногда беру вплоть до того, что кладу сверху на палец правой руки, чтобы максимально руки были близко и был минимальный рычаг. Кайт стабильнее, лучше держится на одном месте и позволяет нам отвлечься немножко и думать конкретно о трюке, об элементе. Итак, всем привет! Серия 2. Теперь мы будем учиться сниматься с крюка и прыгать рейли или просто любые прыжки без перевода кайта на руках. Скорее всего, произойдет так, что когда вы первый раз сниметесь с крюка, кайт начнет вас очень сильно тащить, будет сложно остановиться, скорее всего. Поэтому вокруг вас должно быть много свободного пространства, минимум людей, по-хорошему никаких препятствий совсем. Тогда можно пробовать. Средний ветер, естественно, подходит лучше, чем сильный. Так безопаснее. Так, перед тем, как сняться с крюка, нам что нужно сделать? Во-первых, как вариант, не обязательно. Страховка может быть прицеплена на штатное место, вот за колечко. Но тогда, если мы бросим планку, кайт откроется. Для безопасности это здорово. Первые попытки, наверное, стоит так делать. Дальше мы можем делать или по хардкору, как делают настоящие профессионалы. Мы карабин страховки можем цеплять за центральные стропы. Это, естественно, небезопасно. Так уже не отстрелится. Только полный отстрел кайта нам может помочь. А что-то среднее, компромиссное решение, это если мы откроем chicken loop, и вот это кольцо страховочное мы надеваем на chicken loop, то есть продеваем петлю через страховочное кольцо и потом все собираем. Таким образом, все равно можно отстрелиться, кайт повиснет на одной стропе, обезветрится. Но если, например, в случае какого-нибудь неудачного приземления мы отпустим планку, кайт не открывается, он просто повисает на страховке. Планка отъезжает, тяга уменьшается, кайт не открывается полностью, это экономит время, силы. В общем, не нужно будет заново пересобирать всю систему. То есть компромиссный вариант, это когда мы кольцо надеваем на chicken loop и вешаем наш лиш, нашу страховку за кольцо привычным образом. Второй момент, что перед тем, как сняться с крюка, надо, естественно, палец, фиксатор вынуть. То есть мы вынимаем палец, перестегиваем страховку, и тогда действительно мы можем попробовать сняться. То есть это подготовительный этап. Теперь как проходит сам процесс, то есть как нам сняться с крюка. Звучит не так уж сложно, но есть нюансы, как везде, есть нюансы. Во-первых, наверное, первый нюанс в том, что тяги, если мы едем в обычном режиме, тяги в кайте достаточно много, просто физически подтянуться и сняться с крюка может быть сложно.
Поэтому нам, чтобы легко и безопасно сняться, нам нужно создать, ну как бы, резкий провал в тяге кайта. То есть уменьшить хотя бы на секунду тягу кайта. В общем, как сделать провал в тяге кайта? Мы это делаем с помощью изменения курса. То есть мы едем не по прямой линии, а перед тем, как сняться с крюка, мы резко начинаем сливаться в сторону кайта. Получается, что кайт не успевает так быстро от нас убегать. И стропы, ну, грубо говоря, провисают. Там, конечно, ничего не провисает, но тяга сильно уменьшается. И тогда мы можем попробовать подтянуть планку и сняться с крюка, проехаться на руках. Нюанс в том, чтобы сделать вот это изменение курса достаточно резким. То есть мы сильно зарезаемся. Перед тем, как сниматься, мы едем, ну, на средней скорости какой-то или на высокой скорости, в зависимости от вашего уровня катания. Вот. И дальше, чтобы сняться, мы начинаем сливаться. Каким образом? Мы тело выносим над доской, то есть встаем вертикально, грубо говоря. Начинаем ехать за кайтом. Тогда что мы должны почувствовать? Что планка легко подъезжает к нам. И тогда действительно пробуем сняться. Если планка подъезжает с трудом, стоит зайти на следующую попытку, переделать попытку. Вот, там должно все получаться достаточно легко. Дальше опять же, когда мы снялись, возникает следующий уровень сложности. Потому что мы уже не можем регулировать тягу кайта, двигая планку взад-вперед. Мы регулируем тягу кайта только направлением движения. И пока мы сливаемся, едем вслед за кайтом, тяга будет не сильной. Как только вы попробуете снова отклониться плечами в привычную позу, зарезаться, тяга кайта может стать такой мощной, что уже даже не остановиться. То есть вас начинает нести кайтом куда-то, непонятно куда. Вот, в этом случае, конечно, лучше все бросить. Прям отпускаете планку, кайт повисает на страховке, но он ляжет на воду, перезапустим, ничего страшного в этом нет. Так что вот так. Первая попытка, скорее всего, будет так и выглядеть, что вы снимаетесь, потом вас начинает куда-то нести, но лучше все бросить. Ну и потом постепенно вы привыкнете к процессу, ничего сложного. То есть первый шаг, который нам надо сделать, это ехать, сниматься с крюка, сливаться вслед за кайтом на руках, и потом снова одеваться на крюк и потренировать вот этот момент снятия с крюка, сделать его, ну, доработать его до уверенного состояния, тогда можно переходить к прыжкам. Ну вот, а теперь съемка с другого ракурса. Давайте попробуем таким образом посмотреть, как нам легче сняться с крюка, чтобы оказаться анпук на руках. В общем, делим наше вот это движение на этапы. Этап первый — это разгон. Мы разгоняемся в хорошей зарезке, то есть присаживаемся на заднюю ногу, держим доску на ребре, разгоняемся. Потом из этого разгона, из зарезки, мы резко уходим в слип, то есть встаем вертикально и поворачиваем нос доски вниз по ветру. В этот момент мы должны почувствовать, что планку очень легко подтянуть, то есть стропы кайта, грубо говоря, провисают, натяжения на стропах больше нет, мы едем вслед за кайтом, и тогда сняться действительно легко. Если пытаться сняться, находясь даже в слабой зарезке, это и физически тяжело, и так много тяги, что даже не удержать равновесие. Вас кайт просто наклонит вперед. Никакого прыжка уже не получится. Поэтому еще раз, смотрите. Первый этап — это разгон, зарезки хорошие. И потом очень резко переходим в слип. То есть мы направляем нос доски вниз по ветру. Снимаемся, и потом уже можно прыгать. Прыгать. Ну, то есть действия почти такие же, как вот мы на крюке делали в первой серии прыжки без перевода, та же змейка. Разгон,
слив, зарезка для прыжка. Та же змейка. Зарезка, слив, зарезка, прыжок. Здесь то же самое. Зарезка, слив, снялись, зарезка на прыжок. Как-то так, на одной руке сложно, конечно, прыгнуть. Сейчас попробуем. Может, на двух получится прыгать и снимать. Если едем. Итак, зарезка, разгон. Потом слив, снимаемся и опять зарезка на прыжок. Получается такое рейли. Камера, конечно, болтается, но я надеюсь, все-таки что-то будет видно. Так, разгон, зарезка, слив и потом зарезка на прыжок. Опа! Выгнули. Опять разгоняемся. Надо разогнаться хорошо, не надо бояться разгона. Разгоняемся. Потом начинаем сливаться. Снялись с крюка. Делали рейли. За счет того, что на приземлении мы сильно сливаемся, тяга также пропадает, нам легко одеться. Поэтому на приземлении не забывайте сливаться вниз по ветру, не надо. Лучше первые прыжки прыгать с высоким положением кайта. То есть перед тем, как сняться, еще пробуем чуть-чуть поднимать кайт. То есть я еду, вот сейчас у меня кайт стоит примерно на 11, я начинаю его немножко двигать наверх и сливаться. Снимаюсь с крюка, и потом кайт стоит высоко. Я прыгаю. Ну, обычный прыжок без перевода. Можно назвать это рейли, можно не называть. Какая разница? Прыжок и прыжок. Так, давайте еще раз. Разгон. Кайт на 11. Теперь я немножко посылаю кайт наверх. Начинаю сливаться, снимаюсь с крюка. И теперь зарезка. Вот он прыжок. Оп. Приземляемся. Надеваемся на крюк. Вот и все. Это легко. Конечно, бывают всякие казусы. Обычно первые попытки что-то идет не так. Где-то там включается лишняя тяга. Сложно бывает одеться на крюк. Надо быть к этому готовым. Сейчас я покажу обычно, как это выглядит. Как это обычно выглядит. Вы едете, начинаете сливаться. Понимаете, что сняться тяжело, но все-таки решаете сняться. И тут включается супер тяга. И на крюк уже не одеться. Тут надо все бросить. Вот кайт повис на страховке. Я его подтягиваю. О, божечки, дал набор зачем-то. Непонятно зачем набор. Давайте еще раз попробуем. То есть надо быть готовым бросить плавно. Ничего страшного в этом нет. Мы же перестегнули страховку вот таким образом. Она висит на центральных стропах. То есть кайт не улетает, даже не открывается при этом. Вот, то есть, можно даже специально это попробовать поделать, потому что это такая очень частая, абсолютно обычная рабочая ситуация. Вот, давайте еще раз. Ехали. Здесь начинаем сливаться. Ну, может, слабо сливались, может, ветра многовато. Снова начинает тянуть за руку. Нужно бросить кайт. Вот он повис на страховке. Мы его подтягиваем за страховку. Снова надеваем на крюк. Ну и снова можно ехать. Как бы ничего страшного при этом не происходит, ужасного. То есть вы что-то пошло не так, все бросаете, но надо иметь много свободного пространства, чтобы кайт себе подтянуть, продолжить катание. То есть вот все надо делать в таком стиле, чтобы было безопасно и для вас, и для окружающих, и предусматривать какой-то простор для ошибки. Это вот, наверное, основа любого спорта. То есть подготовить, подложить соломки там, где упадешь. Упадешь обязательно. Ничего страшного, если ты к этому готов. Итак, вот у нас уже вроде получилось сниматься. Может быть, даже попробовали попрыгать вот эти рейли с
получается, ну, вполне можно аккуратненько попробовать бэкролл на руках. Лучше, конечно, в средний ветер на каком-нибудь большом кайте, типа двенашки. Вот все то же самое. Мы едем, разгоняемся, потом едем в слив, кайт поднимается, мы прыгаем, прыгаем бэкролл, снова надеваемся на крюк, едем дальше. То есть ничего страшного в этом нет. И когда вы наделаете много попыток, движения станут уверенными и точными, кайт перестанет у вас убегать, все будет легко. В общем-то, все легко. Ну, надо помнить о вот этой змейке, то есть то, что мы управляем тягой кайта с помощью изменения курса. То есть, если мы едем вниз по ветру, тяга пропадает. Если мы зарезаемся, тяга нарастает. И если вы вспомните, что кайт работает, ну, почти как такая мощная пружина, то мы можем сначала очень резко ослабить натяжение пружины, а потом резко зарезаться, пружина натягивается и нас выстреливает. То есть вот мы едем в зарезках, как пружина растянута, потом сливаемся, все сжалось, и вот тут опа, и выстреливает нас. Ну как-то наделся, одной рукой, конечно, неудобно. Вот опять разгон, стали вертикально, сливаемся, нарезка, летим, надеваемся на крюк, едем дальше. Деня стоит, всех учит. Как-то так, друзья, ничего сложного. С вами был Андрей Сальник, кайт-школа Heaven 7, если вы не помните. Приезжайте к нам, гляньте, как красиво и классно здесь тренироваться. Будем рады. До встречи. DJ whatever was good, homie. Yep. AKA the Young Celeste. I'm here, Murder. You ready? You already know how I'm on it. It's whatever then. Let's get. Listen, homie, in my hood, you had to get the respect first. Then that got you some power. Then you could go get you some money. GMG, ATM, DJ, whatever. Niggas wanna sound like Diddy without working like Puff. I'm a kid in school that used to take niggas free lunch or smack it out their hands so everybody can laugh. My mama used to beat me when I was taking a bath. I'm used to them beatings, they ain't gon' change a thing. I go back to school and I'm doing the same thing. Hard-headed little nigga, man, I ain't listen. Was on some bullshit like I'm Jordan and Pippen. Realer than Nino Brown, my hood was the Carter. I used to sell crack to my baby mother father. My mother died, tell God I can't forgive him. Looking at fiends that smoke like how they still living. Niggas already know who I'm better than. I could write a book on how to keep yourself relevant. I should've been washed up, dead, forgotten by now, but I brought them real niggas back. I'm popping right now, got 16, but whatever, I ain't stopping right now. Fuck them bougie bitches, as long as them thoughts is around. Niggas feel safe, cause they know them cops is around. Rappers is fake, wish the nigga Pac was around. And it's looking like it's my year, boy. Got me feeling like Tupac on steroids. Some niggas blood and some niggas is crip. Puff need the bell, Suge out, then get him hit. Free Suge though, I don't wish jail on no man. Don't wanna see no nigga sitting in no can. Do it for the gram, we can do it for the gram. No mind embarrassing these niggas in front of their fans. Do it for the streets, we can do it in the streets. You know it's bang, bang, boom, nigga. We don't need to speak. Peekaboo with some slick shit that I might say. Or rock-a-bye, baby, when I hit you in broad day. DJ, whatever. I kill that nigga mother. Mines ain't here, I wanna see that nigga suffer. I've been there, they don't make him like me no more. They don't make him like Pappy and Breen no more. White was good, nigga, real niggas back in style. Whoever said they never left, that's a lie, cause I ain't see him around. Had these fake niggas on the forefront. Type to get robbed, then shot with their own gun. I don't pop pills, but it feel like I'm on one. No pill popping for me, but I get it popping. DJ, whatever was good, homie. AKA the Young Celeste. Hold up, hold up. Uh-oh. Hold up, hold up. Hold up, hold up. Uh-oh. Hold up, hold up. Hold up, hold up. Uh-oh. Hold up, hold up. He's doing it. Yo. Yo. I got Redman in the house. Lord Finesse in the house.
If I could get 8 bars, shit. If I could get 8 bars, shit. If I could get 8 bars, shit. I'd be a motherfucker. Look at him, man. I'm in the truck with the system rattling. I keep the fire burning like kerosene. You might ask, who am I? I reply to 5-star with the 5 in the garage. I take charge like an AME X card. Trying to score for that purple like Brett Favre. Yeah, boy, press record. Can I rock night and day? I'll be sure, bitch. Grown man talk, red man boss. Yeah, I'm the Duke like Mortimer and Randolph. Turn him off, your boy too live. He number 1, 2, 3, 4, and 5. Granddaddy high, smell my zip code. Irreplaceable, flow is Miss Nose, huh? I'm in the front, I'm strong. Grizzly, you in the middle of the week like Wednesday. Yo, so finesse in the building. Yes, finesse in the building. Yes, Tony Toka in the building. Yes, here we in the building. Niggas trying to find the bread, they say rhyme is dead. Most of y'all niggas out playing Simon Says, never a follow. Always had the mind to lead. Even in cruise control, I'm 3 times the speed. Hustler, I got the logic to win. Cause I made it, I lost it all, and I got it again. Use my lyrical weaponry exceptionally. Yeah, the game is free, but the hustle is sold separately. Hey. Yeah, ooh, that's all you need. Did you hear my nigga too? Oh man, I'm here with one of my heroes. Did you hear man. my nigga tone?